Hello, hello, hello. Здрасте, всем привет. Всем привет. Hello, hello, hello. Привет, Блод. Подожди, полсек. Алло. У меня микрофон отвалился, кажется. Все, я починила, все нормально. Привет, Киришка. Давно не видели тебя, кукол, бля. Привет, Блуд, привет. Привет, модератор, который так и не переименовался. Вот. Чё, как вы? Я сюда так чисто на несколько минут зашел поглазеть. Впрочем, как всегда, очень редко. Грустно. Ну, хоть так, чем никак. Чё, как жизнь, как попи, как бубы, как пенис. Бубы тяжелые, пенис тоже. А попа на месте. Я покушала, не наелся, закинулся чипсиками. Да, а я съела паровую булочку только сегодня. Вот. Не знаю, наелась я или нет. Как вам мой липсинг? Я не знаю, хороший он или нет, но я старалась как могла. Тяжелый пенис надо показывать. Все понятно с вами. Все понятно с вами. Священцы. Сегодня у нас сезон дождей. Вот. Начался. Что с полоской над головой? Все, нету никакой полоски. Вы же не слышите ничего, да? Вот тут кое-кто ходит туда-сюда, ничего не слышно, да? Класс, значит, я хорошо настроила, все нормально у нас, все работает. Короче, у нас полностью обновленный микрофон, полностью перенастроенный. Вот, теперь не слышно никаких посторонних звуков, но есть и минусы, как говорится. Теперь мне приходится говорить в микрофон прямо вот так вот. Буду его облизывать. ASMR стрим. Короче, шумодав на максимум. Есть иногда и проблемы с этой прогой, но ничего. Потерпим, как говорится. Судя по прикиду, будешь в Гарри Поттерс играть. Да, я уже несколько месяцев играю в Хогвартс Легаси. Я хочу его допройти. Я хочу его на платину пройти. Вот, я такой вот фрик, я буду проходить на платину Хогвартс Легаси, да. Давайте я тогда уж сразу включу, чтобы он шейдеры компилировал. Он все никак не закончится. Да не, там на самом деле он довольно быстро проходится, мне кажется. Там очень много я времени трачу на всякие коллектаблсы и прочую хуйню. Так вот, я вне стримов собирала всякие штучки, дрючки, там животных перепродавала, знаете, вот этой хуйней занималась. Вот. Так что у меня повышенная сейчас вместимость инвентаря, вот, могу больше всякого хлама таскать. И я себе прокачала шмоточки. Сейчас вам покажу свои новые шмоточки, всякие вкусненькие, вот. Не хочу себе спойлерить, Хогвартс Легаси сам хотел поиграть. Блин, Блуд, нафиг я тогда подрубила? Пиздец, ну как вот. Все, короче, оффаю. Твена продала. Ну, почти. Я продала, короче, у меня заказали арт. Вот. Так что я буду чуть меньше стримить, я буду больше рисовать. Я не могу его показать на стриме, он слишком пошлый. Сори, извините, простите. Это секретный арт будет, никому не покажу. Ждем, когда она начнет ебать чертей в Думе во все части на платину, при этом изменю свой аватар на стриме. Блин, это было бы круто, да, на самом деле.
Ну, мне нужно собраться. Для такой игры нужна трезвая голова, я думаю. Ну вот, ультрапошлость не показывает. А на бусте. Вы реально хотите это смотреть? Я не думаю, что вы захотите это смотреть. Я как бы согласилась на это только ради денег. Оно даже вам не понравится. Там нет женщин, во-первых. Ну так, навскидку я вам говорю. Там нет женщин ни одной. Там даже да, там даже не фурия, я даже не знаю, как это назвать. Короче, по Драгонболу какая-то порнуха. Ну вот ультрапост. Трезвая голова там нужна на фул сложности. Ибо там рил потно, как я знаю. Вот я про это и говорю, что я пока мне надо собраться, блин, с жизнью, с вот этим вот всем, а потом уже только думать, что делать дальше. Так, игры. Переходим в игры. Та-дам. В прошлый раз играли в Rock of Ages, надо поменять. Вот. Ну нет. Думаете? Смешно. О, чё ты? Чё делаешь? Правильно, извиняйся. Смотрите, какая я мощная. Какая у меня маска на лице. Смотрите. Я вообще охуевшая. Так, я полностью перенесла свою игру через функцию Steam на SSD, короче. Я почистила SSD, к сожалению, мне пришлось удалить... Короче, удалить другую игру, которая весь диск поедала. Вот, так что у меня теперь игра хорошо прогружается. Вот, я проверила, и там текстурки реально быстрее прогружаются начали. Я Oblivion, короче, удалила, вот, к сожалению. Потому что с ним какая-то проблема, он очень много оперативки жрет. Я не знаю, как с этим бороться. Я, короче, смотрите, что сделала. У меня тут типа елка и вот целая лесная поляна на потолке. Прикиньте, ахуй, я тут себе вон сделала какие хоромы. Очень отрадно видеть, что ваш интерес к травологии, скажем так, не вянет. Да, я, кстати, устроила себе тут вообще жесткую. Я не знаю, я Хайзенберг, у меня тут все варится. Вот, я теперь буду бесконечное количество зелий имею, мне кажется. У меня теперь вообще все есть. Все, у меня даже уже капуста не влазит просто в карманы, у меня валится все через край. Вот. Даже тут розочка имеется. Да-да-да, у меня, кстати, перенеслось все, ну, типа, без проблем с озвучкой. Я думала, когда я буду переносить игру на другой диск, у меня озвучка пропадет, а нифига, все перенеслось, все файлы. Так что заебись вообще. Тут мне какие-то доспехи я поставила. Вот. Какие-то мужики теперь охраняют мою мандрагору. Илка, по КД будет стоять круглый код? Да, конечно. Ты посмотри, какая она охуенная. Как я могу ее убрать? Так, мне нужно 3. Я что-то еще вроде нашла какие-то штуки. Или не здесь? Короче, вот елка я здесь нашла. Есть еще где-то тыква. Фонари с тыквы. Ну, где-то ее надо найти, в общем. На карте. Какие-то картинки. Ну, картины. У меня есть пустая картина. Что есть прикольного? Такого у меня нету вроде. Там.
Добрый день, опять занимаетесь военными преступлениями? Ну, почти, почти. Ну, хотя выгляжу я, конечно, монструозно. А у тебя как дела? Будут ли эксперименты с хлебом и тыквой? Какая-то жесткая отсылка, я, наверное, не выкупила. У меня тут эксперименты с животными. Смотрите, какая хуйня я поймала недавно. Но это все чисто ради ресурсов. Я вот жабу чешу, она мне дает свои бородавки. Я прокачала себе свой плащ. Вот, с помощью бородавок. Вот эта фигня прикольная. Пупер. Пупер. Я только с обеда кушал удон с говядинкой, нихуя себе. Приятно. Я теперь тоже хочу. Я вообще люблю лапшичку. Мне только дай лапшичку поесть. Всем понос. Привет, Кременчук, привет. Ура, понос. Норочка, ей! Как тебе настройки моего микрофона? Как тебе? Нормально, нормально? Вот тут есть у меня, кстати, теперь игрушечки. Вон, смотрите. У меня есть манекен темного волшебника. Совсем не Бэтмен, совсем не Бэтмен. Или кто это? Супер оптимально, спасибо, я рада. Так, а где есть вот так для единорогов игрушка? Короче, тут есть единороги. Я одного нашла, хочу вам показать сегодня. Можем ли мы его вообще поймать? Я не знаю. Или какое-то условие нужно для этого. Нюхляр, пушишка для дириколов. Это случайно не те, которые... Ой-ой-ой. Что-то какая-то фигня большая загрузилась. Пу-пу-пу. Это вот для них? Ты дирикол? Да, но они должны играть с ней. О, жаба играет, смотрите, с мячиком. Блин, жаба с мячиком играет. Рофл. Привет, вода. Алло. Нинора, как когда к нам в Майн зайдешь, у нас там магия вне Хогвартса, но более смертоносная. Играется. Я не знаю. Не то, чтобы я прям планировала. Чтобы зайти в Майн, надо хотя бы купить Майн, знаешь. Какое же обычное условие для поймания единорога? Да я не знаю. Обычно тут нет никаких условий, чтобы кого-то поймать. Я ничего не делаю, я просто... Его надо как-то застанить, короче. Возможно, мне нужно заклинание на более долгий стан какое-то. Скорее всего, так. Возможно, мне просто повезет. Купить Майн. Ну да, меня же позвали один раз в какую-то эту... у них там что-то вроде... Я не знаю, как это назвать. Коалиция, компания, как это называется обычно? Тусовочка в майнкрафтерская. Мне сказали, тебе нужен официальный Майнкрафт, чтобы с нами играть. Я такая, типа, до свидания. До свидания. Так. Вот, смотрите, какие у меня одежки. Вон у меня сколько здоровья. 1600 здоровья у меня. А сколько было у меня? Короче, меньше 1000 у меня точно вроде было. Вот, у меня все почти легендарное. Я вообще охуевшая. Я почти все прокачала на максимум, насколько смогла. Вот. Я поставила всякие, вот, снижает урон от одного, повышает урон от другого. Всякие такие штуки. Сейчас бы игры покупать.
Ну, Хогвартс я купила на собственные средства. Вот, да. Прикиньте, я фрик. Но мне зато нравится, ничего, я играю. Я за по скидке скупила, я не за full прайс. Мне нужно поговорить с Диком, он мне что-то дать хочет. Профессор Уизли сказала спросить тебя, если захочу изменить внешний вид комнаты. Разумеется. Какая обстановка вам будет приятнее всего? Давай тепло и уютно. Мне бы хотелось, чтобы в комнате был теплый свет, создающий уют, как кружка сливочного пива. Отличная идея. Ну, раньше мне как-то больше нравилось, если честно. Совсем другое дело. Если вас не устроит такой вариант, попросите Дика сделать, как было. Теперь Спасибо. вы знакомы с изменяющим заклинанием. Спасибо, профессор. В этой комнате можно столько всего устроить. Это правда. Сколько бы я сюда ни возвращалась, она не перестает меня удивлять. Вау, мне открыли дверь какой-то, наконец-то. Я-то думала, что там должно быть, 100 пудов. Блять, вода нихуя ты злобный. Теперь здесь еще больше места. Как же это вышло? В комнате появляется все, что нужно. Она поняла, что вам требуется место для отработки заклинаний. Чтобы обустроить все по своему вкусу, вам пригодятся магические Разве? рецепты. Ищите их повсюду, они встречаются не только в Хогвартсе. Спасибо, профессор. Буду смотреть в оба. Хорошо, я вас оставляю. Это место ваше. Используйте с умом. Превосходно. По-по-по. Опа, мне дали какие-то шермы. Какие-то штуки, приколы дали. Теперь у меня куча свободного пространства. Может, сюда перенести мою лабораторию, блин. Я даже не знаю. Что мне дали? Ширмочки дали. Пу-пу. Чего тут? Трофей за успехи в травологии. Нифига себе, важная колбаса. Все. У меня есть награда. Даже 2 награды я себе дам. Тут, кстати, можно пол менять. Я могу пол поменять. Вот такой. Меняй на мужской. Прям сейчас уже бегу. Вот это хочу. Цветульки. Короче, дали мне тамагочи. Для самых маленьких. Буду себе домик строить. Ну-ка. А тут чё? Вам. Вам. Пусть будет как в замке. Я думаю, мне еще должны что-то дать, потому что тут очень много пространства, как будто бы у меня еще больше будет каких-то предметов. Потому что тут как бы уже все место занято. А что ставить-то я больше не знаю. Елку туда переставить.
Хотя оно тут неплохо смотрится. Тут, кстати, тоже еще штуки какие-то у меня есть. Какого-то же я и единорога нашла. А куда он делся? Или он не здесь? Зачарованный фонтан, ну, наверное, не здесь, да? Статуи, наверное, здесь, да? Во, статуя единорога. Придется его вниз тогда поставить. Потому что он огромный. Я могу его еще больше сделать, да? Хоба. Ну, почти ровно. Та-да! Ну все, место занято. Только что было куча места, все уже нету. Так, пойдем. Оказывается, теплые камни было легко найти, потому что там был маркер. Маркер на область, где их надо искать, а я просто не нажала на квест, ну, отслеживать квест, поэтому, да. И даже если ты нашла, например, эти камни в какой-то области, она все равно будет повторять про них то, что ищи их. Блин, она нашла область, жаль. Очень нужная коняка, да, очень нужная. Жаль, ты играла без стрима. А я ничего интересного не сделала. Я просто собирала коллекционки и ресурсики. Это все, что я сделала. Короче, теперь у меня, вон, смотрите, куча зелий, куча всяких этих тварей. И я, короче, полностью укомплектованная. Вот теперь можно играть. Так. Ты думаешь, у тебя сейчас что-то интересное происходит? Вот, ну ты просто токсичный, знаешь, ты просто токсичный, окей? Я тебе тут рассказываю, всякие приколы показываем, да. А ты вообще, ну... Так, квесты. Где эти? Хорошая киса. Вот. Все, я отслеживаю, я пошла. А почему она мне не по лицу гладится? Все, теперь все правильно. Я бы лучше посмотрела на настолку, где Атвен всех побеждает и веселится. В скобочках нет. Ты просто играть не умеешь. Да. Один раз проиграл, и теперь всю жизнь будет обижаться, пиздец. По-моему, было смешно. Если бы мы подрубили эту хуйню на стриме, мы бы сильно хихикали над тем, как ты орешь, мне кажется. Жаль, я не записывала. Я не проиграла, вообще-то просто пошел спать. Да, все, так говорите. Да я не проигрывал. Мне просто мышка лагает. Надеюсь, тебе больше повезло в поисках плюй камней, чем мне. Привет, Зенобия. Привет, Зенобия. Я нашла все твои плюй-камни. Правда? Ух ты, даже не верится. Как тебе удалось их достать? Здравый смысл и примитивные заклинания. Ну, ты отдашь мне мои камушки? Да нафиг они мне нужны. Забирай. Разумеется. Они ведь твои. О, как замечательно. Все свои дальнейшие победы я посвящу тебе.
И, кстати, о победах. Раз мои камешулечки у меня, может кто-нибудь в гостиных согласится сыграть со мной? Ненавижу имя, озвучка ничего такая. Кстати, вот эта вот актриса озвучки, которая ее озвучивает, насколько я помню, озвучивала еще детей в Скайриме, разве нет? Очень похоже звучит, мне кажется. Анальные шарики, да, будем играть в анальные шарики. Учитывая, как трудно было их вернуть, думаю, кто-нибудь непременно захочет сыграть. Правда? Будет весело, будем хохотать в голос, когда плюем всех дурачков. Себя главное не задеть. Чудесненько, я пойду. Пожелаю удачи. Вода, ты знаешь, что такое актеры озвучки? Актеры озвучки умеют менять голоса. Кто-нибудь расскажите в воде, как работают актеры озвучки. Я понимаю, что некоторые актеры, которые любят ломать колени, они как бы не умеют говорить другими голосами, но как бы это не все такие. А чё, ты думал, что ли, можно только надо мной издеваться? Все, это ответочка, ответочка. Можем еще квестиков понабрать. Тут очень много сайт-квестов на самом деле. Или лучше по очереди их брать, чтобы не запутаться. Какое облегчение. Наконец-то я узнала, почему на том портрете никого не было. Не стоило Ух ты. мне быть такой доверчивой. Да иди нафиг вообще. У меня прошел последний урок зельеварения. Кто-то мне все страницы учебника изрисовал. Вам не кажется, или все как-то странно выглядит? А это была библиотечная книга. Ох, и устроят мне за это Хорошая кися. Все мои родственники учились. У меня игра, что ли, на ультрах? Я не понимаю. Какой-то туман из ниоткуда взялся. И почему-то все маркеры пропали с карты. Где все маркеры о квестах? Странно. Я на карте смотрю и не вижу, чтобы сайт-квесты мне давали почему-то. Посетите занятия по прорицаниям в течение дня. Ага. Пойдем. Хочу новые заклинания. Пойдемте заклинания учить. Сейчас выучу заклинания, потом пойду на основной квест. Получается. Босс-файт намечается? Не. Просто почему-то на карте перестали отмечаться сайт-квесты. Или просто, может быть, они не здесь, а в другой комнате. Я их перепутала. Такое тоже может быть. Пизос слив забился. Буду завтра разбирать. И стрим разбора слива. Ужас. И что, теперь вообще не работает раковина? Типа даже посуду не помыть и ничего нету? Чубака! Грубо. Я не мог даже предсказать, до чего скучно будет на уроках прорицания. Какая ирония. О, привет, народ. Аделаида Дупс. Смешное имя. Здравствуй, Аделаида. Как дела у вас с дядей? Все хорошо, благодаря тебе. Чем больше я узнаю о своре Ранрака, тем сильнее удивляюсь, что моему дяде удалось выжить. Я перебирала его старые письма и обнаружила, что во всех речь идет о его месторождениях редких металлов. Думаю, злодеи Ранрака искали эти месторождения. Вот зачем им нужен был мой дядя. Он бы точно так и гнил в той клетке, лишь бы защитить меня. Я вчера с батей меняла раковину и внутренности. Блин, это прям совпадение, не думаю. Матрица нас ебет, как всегда. Хочу воду. Мистер Твен воду хочет. Слушайте, я бы посмотрела на это.
Те самые видео с сантехниками, да-да-да. Привет, Рэй, привет. Hello. Вы на работе, так что буквально на секундочку зашел, блин, капец. Запрещаю работу. Были еще какие-нибудь подробности в тех письмах? Да, и немало. Дядя не уверен, но кажется, он слышал, как гоблины обсуждали нечто, заключенное в гоблинское серебро. Он не уверен, о чем именно они говорили, но вот от того, как шел разговор, ему стало не по себе. Очевидно, ты спасла моего дядю от ужасной участи. Кто о чем? Они нарушают его и думает. Ну, блин, а как? Ну, а как иначе? Вот она, веселая жизнь фрилансеров. В плане, что именно ты имеешь в виду? Перед уходом поглажу, окей. Позапрещай. Запрети мне. Ой, не буду это петь. Вот вода, вот ты вот умеешь всегда обосрать, да, вот любишь, да. Как тебе мой липсинг? Можешь хотя бы чуть похвалить? Да. Пиздец. Пустяки, Аделаида. Главное, что твой дядя в порядке. Я тоже. Какое же счастье было его увидеть. Я сказала, что впредь он должен быть очень осторожен. Я же теперь постоянно оглядываюсь, когда покидаю территорию замка Хогвартс. Какой еще липсинг? У тебя героиня в маске, блин, вода, ну ты серьезно? У тебя нет работы, ты все равно веселишься, а мы впахиваем на корпоратов. Чего ты взял, что я веселюсь? Я не буду показывать тебе, над чем я сейчас буду работать. Хорошая киса. Ну, она мне глазки строит? Или кому? Блин, гадалка. Зафига в магическом мире гадалка? Это странно, вам не кажется? Как будто бы должно быть что-то поэффективнее. Блин. Приятно. Гоя в греть. Да, какой ужас, блин, вода. Я уже мистер Твена водой называю просто. Вы одинаково пишете. А что ты сделала с липсинга? Расскажи подробнее, без шуток, что ты сделала, каким образом. Короче, я изучала фонемы. Короче, мне пришлось изучать фонемы на английском, чтобы, когда я говорю а все равно нихуя не работает, потому что в этой программе, блин, ну, все фонемы он произносит как хочет. Короче, мне нужно было составить побуквенно, пофонемично свой род, чтобы он, когда я говорила «б», он он морщить должен губы. Ну что-то не получается, потому что это ёбаная бесплатная программа. В фильме они же были, их еще повыгоняли. Гадалок выгнали, ну и по делам, как говорится. Не Бэм, ни Кукареку. Ну, кстати, У нормально читает, да? Может, дело в том, что... Как я произношу буквы, он не понимает. За попытку поставим лайк, ждем реализацию полноценной модели. Ну... Это уже не от меня зависит. Я умею только ПНГшки делать, извините, простите. Я 2D-шная. Так. Кто бы мог подумать, что моего дядю спасет волшебница моего возраста? Я особенная, ты посмотри, какая я вообще. Тварь. Бешеная. Тетя, опустите Надеюсь, меня. задачи были для вас не слишком легкими. Ну, легковато, конечно.
Профессор Онной, ваши задания выполнены. Очень хорошо. Хотя, признаюсь, у меня было довольно стойкое предчувствие, что у вас все получится. А теперь, когда вы отточили свое восприятие, выполнив поставленную задачу, мне интересно. Если знание настоящего и даже прошлого может пролить свет на грядущее, то что вы видите в своем будущем? Их выгнали, чтобы их не предупредили. Блин, я на самом деле не помню более старые фильмы, если ты об этом. Или книги. Надо будет другие части фильмов посмотреть. А то мы только первую посмотреть успели, капец. Голос не слишком белый. Может, потому что русские озвучивали, как думаешь? Да. Можно ли в Хогвартсе списывать через телефон? Я думаю, там другие есть способы поинтереснее. Что я вижу в своем будущем? Я вижу опасность. Я опасная. А я вижу опасность внутри себя, понятно? Я не могу избавиться от ощущения надвигающейся беды. Дурные предзнаменования — это не приговор, а скорее предупреждение, чтобы мы могли подготовиться к грядущему. Битва экстрасенсов, и вы да? готовитесь, в том числе и сейчас. Но рассуждения о завтрашнем дне не должны отвлекать нас от настоящего. Пожалуй, я сообщу заместителю директора о ваших невероятных успехах. Ну, кстати, И она пытается в если какой-то ваш акцент. сегодняшний успех не случайность, то впереди вас будет ждать великое будущее. Направьте заклинание на мишень. Окей. Темный волшебник, да. Значит, вы поняли. Теперь давайте попробуем применить новое заклинание к тренировочному манекену. Мгм. Так, и где же он теперь у нас, это заклинание? Вот это? Это заклинание не наносит прямого урона, но объекты и враги получат значительный урон от удара об землю. Угу. Ну, если бы меня так ебанули, я бы, конечно, тоже сказала ауч. Превосходно. Вижу, вы освоили заклинание. Не совсем вижу разницу между вот этим. В какой-то момент пора прекратить тренировки и проверить отточенные навыки за пределами класса. Ты хочешь, чтоб я учеников отпиздила? Ладно. Ну, типа посильнее немного, да? Чем депульс какой-нибудь. Ну, ладно. Тоже мне великое будущее рисовать фуры порно. Ну, какое есть, какое имеем, с тем и живем, как говорится. Не самое худшее, не самое лучшее. Где-то посередине. Так. Это, я так и не поняла, ты рисуешь что-то с членом или нет? Да, там будет член. Не переживай. Да я не буду это показывать, зачем я вообще рассказала? Я просто хотела рассказать, типа, ха-ха, смешно, я такой дичь сейчас буду рисовать, я просто показывать не хочу. Там еще все примерно культурно, там относительно культурно, знаете, но все равно странно. Ну, пожалуйста, ВЛС. Ладно, ВЛС скину, окей, ладно. Как закончу, ВЛС скину. Так уж и быть. Самый красивый член не хочет. Да какой там самый красивый, блин, вы что, фрики? Великая, наверное, потому что ты взялась за это грязно, делаем 100 000 художников, герой не носит плащей. Это правда. Мне чувак написал: спасибо, что приняла мой странный заказ. И я такая: да похуй.
Я просто никому не покажу. Ну, вот я вам покажу, вот чисто потому, что он орёт громче всех. Тогда и мне ВЛС, блин, всем ВЛС. Понятно. Почему все деньги у возвращенцев? Я не знаю, на самом деле, я не знаю. Как этот Эпштейн, да, он тоже же извращенец какой-то больной был, у него было больше всех денег, насколько я поняла. Так, где еще какое заклинание? Вот, Аресто Моментум. Интересно. Такого не знаю. Она уже видела некоторое дерьмо. Кстати, смотри-ка, у этого челика спокойно книжки летают за ним, и ничего, нормально. А та девка что-то выебывалась, что у нее ничего не получается. Вот же получается у людей. Нюхлер. А чё? Настоящий герой — это не тот, кто в сияющих доспехах, красивой позе. Герой — тот, кто делает, что нужно сделать, и запачкается, приходит и кровь проливать. А он все равно делает, потому что так надо. Где-то я это слышала уже. Штейн был просто папиком. Ладно. Ля, какой, смотрите. Замутили бы с таким? Он красиво играет на лютне, но он безработный. Аресто Моментум орал Дамблдор, когда Поттер падал с метлы в 3-й части. Блин, я дальше 2-й части, если честно, ничего не помню. Надо пересмотреть. Короче, это какое-то замедление времени, да, или остановка времени? Что-то такое, насколько я поняла. Не стоило мне быть такой доверчивой. Безработная картина. Сюда. Он его отпиздит? Он его отпиздит? О, да, сюда. На нахуй, на нахуй. Заебал. За что он его так? За то, что он поет постоянно. Дверцум открыватус. Кстати, смотрите, что я вот не замечала, потому что я сюда не ходила. Там хуйня стоит. Все это время. Что ты тут делаешь? Их, я не знаю, можно ли их поймать. Могу ли я их поймать? Мне просто интересно. Потому что я знаю, что рог Фистрала, например, нужен для шмоток, а значит, я его могу приручить, по идее. Эту тварь нельзя спасти. Ну, видимо, все-таки можно, но, видимо, надо их найти в природе все-таки, да. Окей, значит, поищем. Еще хочу гиппогрифа себя. Мне по квесту должны, по идее, гиппогрифа дать на полет, потому что у меня там написано, что я могу летать. Заклинание остановка времени — это что, The World или Сандевист? Ну, типа того, да, мне кажется. С возвращением. Вы уже выполнили все задания? Нет, не все, но мне пофиг. Жестко, вечер в хату, я без пива, а еще я замечательный. Привет, привет.
В трезвом теле, как говорится, трезвый ум, да? А вот и я, профессор. Ваши задачи готовы. Отлично. Высочайшая дисциплина. Как говорится, мудрость — это золотой синич, а вы показали себя успешным ловцом в этом деле. Давайте поработаем над Ареста Моментум. Это заклинание было создано для того, чтобы квофлы не падали на землю во время игры в квиддич. Понятно. Точные и взвешенные движения. То есть он напрямую связан с этим, получается. Так. Ну да, это остановка времени для конкретного Отлично. объекта. Так, где оно? Как оно выглядит? А где оно? Я вижу только смертельное заклинание закрытое пока что. Что такое? Трансформация. О, нифига. Это я хочу. Упражняться, может, перед уходом. Там был тренируете новое заклинание? туториал, как сделать Аресту Моментум. А я глупая. Вингардиум Левиоса. Вингардиум Левиоса зато сделала. Блин, я проскипала, я думала, мне просто тут заклинание, а мне не дали заклинание. Бабах по книжке. Так, То стопудово где-то тут должно быть, да? Столбени. Перетащить на ячейку заклинания. Что? Протегу, ревелью. Так, это основная. Бросок древней магии. Та-та-та. Аламора. Так, это все не то. Сквиртыч. Сквиртыч, это смешно. Блин, придется в гайдах лазить. Потому что я скипнула гайд. Какой-то писец был сегодня. 360 Total Security, антивирус помойный. Эту дрянь черта из преисподней я удалил год назад. Она из остаточных файлов вылезла опять. Господи, как его трудно удалить. Это писец. Впрочем, кто знает, то знает. Мне Adobe Photoshop нужен был. Я обложку на карточку музыканта качаю. Еблы снесло, Adobe, смотрю, половина прок полетела нахер, вылез этот кондон. Спустя полдня удалил, оказалось, 202 дня он спал. Блять, ужас нахуй. Поэтому я и не люблю вот скачивать всякое говно. Особенно там, где вместо тебя галочки уже проставлены по установке всякого кала. Вот, сейчас собака гавкает, не слышно же? В бою, наложив арестом моментом на противника, можно заставить его парить в воздухе вверх ногами длительное время. Та-та-та. Как использоваться-то, блядь? Как оно выглядит-то, хотя бы значок, я не знаю. Чутка слышно только. Окей. How to learn. Да мне не надо how to learn, мне надо how to использовать. Ладно, пофиг, потом посмотрю. Реально я не вижу.
Это все для строительства. О, бомбарду хочу себе. Мне надо. Я, кстати, вот это заклинание выучила. Оно пиздец очень много урона наносит на самом деле. Вот, но я не думаю, как вот это, но оно прям хорошо урон наносит. Ну и как меня аресту моментум наложить? Я чё, ебу? А вот тут его нету? Нет, тут тоже нет. А почему оно как-то ставится, но не по порядку? Окей. Как будто бы оно немного смещено. У меня есть только Глациус, но Глациус это совсем другое. Это типа заморозка. Ладно. Да, так я всегда их убираю. Они его суют автоматом без галки. Причем ставится потом за место Windows защитника по файлам, сука, не существует на компе без отдельно. Да реально, эти антивирусники, они сами хуже, чем вирусы на самом деле иногда. Это база. Пойдемте сюда, там есть какой-то прикол. Там есть прикол один. Там меня ждет какая-то тетя. Она мне что-то даст, наверное. Писечку даст. Когда я шепчу, нормально меня слышно. Просто не знаю, насколько сильно шума давит. Но вроде не особо, да. Я чуть понизила требования. Чуть-чуть. Эй, Пуффендуй! Чё надо, Слизерин? Эмиль де Рейс? Меня прислал Албиуикс. Да неужели? Небось, так и возится со своим улучшением для метлы. Однажды я попыталась помочь ему, но он раскритиковал мою технику полета, и на этом все закончилось. Какая наглость! Он хочет втянуть тебя в свою дурацкую затею с метлами? Интересно, почему? Ты ведь едва научилась летать. Или он узнал о ваших с Клоптоном выкрутасах на уроке полетов? Ты просто завидуешь мне, бич. По-моему, ты просто завидуешь моим способностям. Я? Капитан команды Слизерина по квиддичу? Завидую тебе? Все знают, что эти занятия нужны только новичкам, хулиганам и неуклюжим слюнтяям. Но почему-то остальные уверены, что ты станешь мне серьезным конкурентом, а я такого не потерплю. Может, мы и правда конкуренты. Ты ведь даже не из Слизерина. Это все равно, что Сквиб. Хватит болтать. Боится Есть меня? только один способ узнать, кто из нас лучше летает. У меня на этом маршруте один из лучших результатов. Посмотрим, можешь ли ты со мной тягать. Слизерин против Пуффендуя. Вообще-то, почему бы и нет? Я тебя обгоню. Я уже предвкушаю твое поражение. Ха-ха-ха. Надо еще пальчиком так повертеть. Ой, а куда лететь? Получилось! Куда-то летим. Блин, я в шарики не попала. Ошибка новичка. Максимальная концентрация. Есть! Уи! Зато на все локации окружающие посмотрели. Привет! Отлично! Это весело!
Ща чат прочитаю, сори. У меня тут великая гонка. Вроде получается. Яй! Победитель. А почему боньки еще не бьют людей в реальной жизни? Да, сейчас себя отпизжу. Сначала вниз повертеть у себя, а потом ей по губам после победы. Обязательно. Ждем апдейт на Твиче. Не, ну чисто технически такое устроить, наверное, возможно. Просто присобачить к кнопке палку, которая будет меня по башке бить, но... Это как-то жестоко, вам не кажется? Это что за как-то Вранген? Переводчик, что ли? А чё он кривой, как моя пятка? А? Да не, перевод тут хороший. Как так? Это явное жульничество. Ты не... Ладно, победа за тобой. Но не Всё, думай, сейчас что я на этом повожу всё. и По одной повожу гонке своей нельзя судить палочкой. о том, кто что умеет. Да брось, конечно, моя победа говорит о многом. Могло быть и хуже. Но тебе еще придется показать себя, если хочешь заслужить мое уважение. Я убивала людей, так что не спорь со мной. Считай, вызов принят. Может, у тебя и впрямь талант? Посмотрим. Но особо не надейся. Следующий маршрут у Айрондейла намного сложнее. Можешь подготовиться, полетав по этому маршруту. Просто подойди к помосту, туда, где список лидеров. Там сможешь узнать свое время и начать гонку. В следующий раз посмотрим, не была ли твоя победа просто случайностью, раз уж речь о поручении Алби Уикса. Тварь, сучка. Инцендио! Жопа. Насрать ей вообще на все. Ну, Думаю, чисто мистер Уикс будет рад услышать, как все прошло. очень рада. Хорошая киса. Чисто технически такое можно устроить, присобачить к машине какую-нибудь биту, которая будет со скоростью 20 км в час вертеться. Круто, ты хочешь сделать из моего лица месиво? Вот они, зрители витуберов. Просто кровожадные убийцы. Мне кажется, если это сделать, то у людей будет боинг. Самые популярные награды. Да, раньше самое популярное было это заставлять меня отжиматься. Но вам просто хотелось меня все время это пиздить. Я поняла вас. Куда летим? Вернитесь к Алби. Окей, вернусь. Может, она мне что-нибудь даст, какой-нибудь скин метлы или что-нибудь типа того. Витуберская соковыжималка. Обычно витуберская соковыжималка называют всякие фансли, аккаунты и прочее. На бусте тоже можно, наверное, в умеренном виде. А эта озвучка при поглаживании тебя Владос озвучил? Нет, меня озвучил Дварф. Я попросила озвучить, мне Дварф скинул. Кстати, у Дварфа операция недавно была. Вот он передавал вам это привет, что у него все нормально. Это голос Дварфа? Да, это голос Дварфа. Странные вопросы, я ради этого на Твиче сижу. Всегда хотел, чтобы их пиздела бита на скорости 20 км. Все понятно. Вот они, мои зрители. Заслуженно или нет, вот и думаете. Ужас, а так похоже, хотя хз, кто это. Дварф наш завсегдатый чата вообще-то. Как бы. Ну, сейчас он немножко это не в состоянии. Но он почти на каждом стриме сидит.
Зачем ключи, когда есть Алахамор? А вот и вы. Надеюсь, вам есть что мне рассказать. Я ожидал голос, как того дварфа в меме. Я не знаю, что за мем, но... Дварф может говорить немножко разными голосами, потому что мы с ним вместе озвучиваем аниме. Вот. Образцы можете посмотреть на Бусти, вот. А я так и знала, что у вас, блядских эльфов, ни честь, нет уважения, нет пива. Не-не-не, у него не такой голос. Мистер Уикс, мне удалось установить рекорд на метле. Невероятно! Мисс Рейс должно быть в шоке. Ну что, как метла? Я в В шоке. целом неплохо, хотя ее порой мотало в стороны, да и скорости бы добавить. Надо сказать, что иногда на поворотах ее немного заносило влево, а при резком уходе вниз слышался свист. О, благодарю. Именно это мне и нужно было знать. Заносит, ага. Сейчас же приступлю к работе. И тогда даже самые закоренелые скептики признают, что у моей работы был потенциал. Прогревает на Бусти. Ну, там некоторые серии бесплатно выложены. Но в любом случае, если тебе не особо интересно само аниме, то не обязательно подписываться. Прогрев лютый, но вы не учитываете этот момент. Я, блин, у меня ведь есть деньги. Я, кстати, блин, книжку так и не озвучила, пиздец. Надо озвучить. Вот. Хочу шоколадку взять. Ща, чат. Побыстрее. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Сразу ссылочку. Ваши способности совершенствовать метлы поставлены под сомнение? О, вы удивитесь, но люди ужасно консервативны. Говорят, что если и так нормально работает, то нечего и лезть ломать. Такие люди не ценят чувство свободы, которое дарит полет на качественной метле. Им наплевать на творческий процесс и все, что с ним связано. У моего друга в Риме тоже магазин. Говорит, ему еще хуже. Проблема в том, что после обеда итальянцы предпочитают вздремнуть. А где бы мы были без улучшений? Представьте, что Эллиот Смит-Уик слушал бы скептиков. И кто тогда придумал бы амортизирующие чары? А кто? Ну вот и не слушай никого. Как и я не буду слушать хейтеров ебаных. Ну что, тебе реально так много людей хейт пишут? На самом деле не очень много. Раньше было больше. Вот. Сори, шоколадка вкусная. Когда я попадала в рекомендации ко всем подряд, раньше было больше хейтеров, потому что они такие, типа, что? Что нарисованная женщина? Пошла нахуй. Короче, писали много всякого разного. Кто я там была? И Скуф, и Хуюв, блядь. И Неронка, и меня кто-то назвал там. Короче, что только не было. А сейчас уже намного меньше. Но некоторые люди, которые, я так подозреваю, раньше сидели у меня в чате, очень сильно обиделись на меня по какой-то причине. Потому что я засрала их любимого блогера, который говорил хуйню. Вот, и теперь они меня за это ненавидят и говорят, что я самый худший человек на свете, только лишь потому, что я с кем-то и посмела не согласиться, понимаете? Вот это я тварь. Вот. Что за ютубер там был? Да, похуй вообще. На него и на всех их там поехавшие. Так не нравится, пусть не заходит на видос делать. Так он хочет доказать свою правоту. Он, короче, вот то, что я вам заскриншотила, это одно сообщение. Там после этого сообщения было еще 10 сообщений. Я просто его игнорила, он продолжал спамить. Ой, сори.
Как печенька в рот попала. Из шоколадки. И, короче, чем больше он спамил, тем более агрессивные его сообщения становились. Я не знаю, он уже реально год прошел, мне кажется, спустя это видео. Он все еще вспоминает об этом и проклинает меня самыми худшими проклятиями. Я не знаю, фрик. Не хоть честно, же хочешь послать нахер и пошлет. А то много слонешек, милашек, которые слова плохого не скажут, но забанят за то, что чьё-то имя вспомнишь. Да. Всякие бывает. Как же причмокивает пенисом. У нас тут лютая страсть, я сюда раз в полгода залетаю. Так это и было, блин, кучу времени назад. Я уже давно, блин, в другом городе живу. У меня тут уже пиздец творится в реальной жизни, а они все свои видосики обсуждают, блин. Там мне похуй уже на эти видосики, уже 100 лет. Не терпится узнать больше. У меня предчувствие, что улучшение получилось что надо. Уверен, вы будете довольны. Скоро я с вами свяжусь. Как же решить проблему высоты по отношению к скорости? 2 позорные метлы, у тебя осталось только все. Я, кстати, смотрите, денег нафармила немножко. Вот. Спасибо, что зашли. До скорой встречи. Пока. До скорой встречи, до скорой встречи. С возвращением. У меня отличная новость. Улучшение уже готово. Загляните в лавку, когда сможете. Зашла, вышла просто. Время прошло, ладно. Опа. Усовершенствование, которое увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. Опа, давай. Вы будете в восторге от этой метлы, обещаю. Его надо как-то применять, или оно уже по умолчанию Должен применено? сказать, что уже половина Хоксмида спрашивает об улучшении для метел. Без вашей информации работа заняла бы у меня больше времени. Спасибо. Не хочу показаться слишком амбициозным, но я уже начал работать над новым улучшением, и оно будет сложнее. Спрошу вас, не хотите ли снова объединить усилия? С Айронделлом есть еще один маршрут, освоенный мисс Рейс. Согласны испытать первое улучшение? Тогда я смогу разработать следующее. Зазали. Пожалуйста, подумайте. Ой. Пожалуйста, подумайте. Кто нужен кому? Я тебе или ты мне? Слушай, почему я делаю для тебя услуги, а ты мне не даешь улучшения бесплатно, а? Кажется, вы хотите превзойти самого себя. Я постараюсь помочь, мистер Уикс. Спасибо. И это только начало, ибо я способен полностью изменить полеты на метле. Поскорее возвращайтесь с информацией и отправимся на гонки. Пора повторные баны раздавать. Я, кстати, не баню Значит, людей, вперед на гонки? чтобы они просто продолжали позориться. Я не знаю, просто... Удачи, как говорится, вам в ваших начинаниях. Просто смотрю, насколько сильно они готовы вот опуститься, лишь бы просто показать себя более правыми. Хотя у них не особо получается, если честно. Так, идем на квестик. Знания. Опа. Мне дали шапку лепрекона. Потом дадут какую-то дурацкую накидку. Вырел бы так деньги фармить. Ну да, да. А я, оказывается, подписался на тебя 16 июня, аккаунт создал 16 января, то есть спустя 6 месяцев получается. Получается. Эх, вот бы модерку у Найтбота получить. Зачем? Что? У тебя и так есть модерка. Странные вопросы моих зрителей, ютуберов. Лучше спроси, кто
никто не сосал. Даже не знаю, таких людей в реальной жизни ни одного не видела. В ситуации как бы прав я, но не прав, потому что я прав. Ага, записали. Пойдем дружить с Себастьяном. Я хочу пока полетать. Не знаю, что полетать хочу. Уи, что, скорость улучшилась? Или все-таки нужно ее как-то ставить? Как-то палочки мы. Метлы где? Вот метлы. Почему-то недоступно. Ладно. Улучшения есть, доступности нету. Так, ну как? Ну, пойдем сюжет проходить тогда, наверное. Блин, у меня VR что-то. Соединяется, отсоединяется. Надеюсь, вы это не слышите. Себастьян, мне кажется, может внезапно уйти. Не, мы с ним братаны. У нас есть компромат друг на друга. Ни хрена, а чё так далеко? Фелдкрофт. А, это вообще другой город. Через всю карту летим. Короче, мы полетим вот сюда. Вон. Путешествие. Туда-сюда 20 минут. Грубый форсаж. Да. Может, наколдуешь себе ракетомет? Было бы неплохо. Я только за. У меня триггер от этого звука, у меня монитор отрубается. Не, у меня просто VR-шлем иногда подключается, отключается, я не знаю, в чем причина. Ну, как мы уже подумали, что это возможно из-за того, что провод не подходит к входу. Вот. Возможно. А возможно, что-то с программой. Короче, надо разбираться. Бесит. Не могу нормально даже Beat Saber подстримить. Гонки на метлах тут сделали, было бы круто. Мне кажется, тут дальше этих соревнований на скорость вот этих вот не будет, мне кажется. Скорее всего. Квидич тут есть. Квидич, кстати, был. Был Квидич. Но его вырезали из игры, прикиньте. Вот. Ужасно, да. Люди расстроены. Но мне все равно нравится залипать в эту игрульку. Хоть и квидича нет, конечно. Ну, было бы неплохо сделать дополнение, но так как этим занимаются большие дяди, ну, хуй они что нам дадут? Что-то меня туда не пускают прям. Что там такое? Какая-то гора. На какую-то гору меня не пускают. Ладно. Но все равно не туда. У меня же полноценная игра про Квидич, а у них была какая-то мини-игра. Какая-то мини-игра у них была. Правила я так и не понял. Короче, нужно набивать очки в кольца. Вот. У кого больше очков, тот и победил. А тот, кто поймал снич, он заканчивает игру, получает много очков. Все. Теперь
теперь вы можете мгновенно путешествовать в Фелдкрофт и обратно. Если заменить звук сигнала отключения оборудования, то на стандартный виндовский звук 3 Гц уже не будешь. Ну, это можно, да, если не впадло запариться. Там большая книга правил. Одно главное правило, чтобы закончить игру, надо поймать снич. Да. Поймать снич не равно победа. Это просто много очков. Ну да, я так и сказала. Тогда бы все просто за сничем гоняли. Ну да. Так его еще и хуй поймаешь. На стоны заменить. Кстати, я хотела себе сделать всякие прикольные звуки для браузера. Ну, чтобы вкладки, когда я закрывала, открыла, там всякие звуки смешные были. Я потом посмотрела гайд, как это сделать. Там что-то было слишком сложно. Все на английском, я такая, да впису. Потом, в следующий раз. Обидно, конечно. Вот бы они легкий редактор бы сделали для таких ебланов, как я. Так нет же, надо что-то там чуть ли не как кодить сидеть. А вот и ты. А вот и я. О, привет, Себастьян, как с тобой? Как у тебя дела? Ты тоже бухал без меня? С кем опять шлялся? Изменщик. Наслаждаешься видом? Стараюсь ничего не упустить. Теперь в Фелдкрофте все совсем не так, как было раньше. Здесь стало опасно с тех пор, как сторонники Ранрока начали проявлять особый интерес вон к тому замку. Это замок Руквудов. Мой дядя Соломон — бывший мракоборец, но он не хочет в это вмешиваться, даже после того, как кто-то из них проклял Анну. Может быть, для этого он даже посмел использовать волшебную Слышала, палочку. что гоблины называют волшебников носители палочек. Гоблинам что, запрещено пользоваться палочками? Именно. Вот почему мне так нужны ответы. Чтобы исцелить ее, сперва нужно разобраться, что же с ней произошло. Даже среди нас троих Анна всегда отличалась особой бесшабашностью. А ты ведь знаешь нас с Оминисом. Надеюсь, она обрадуется мне и новой подруге из Хогвартса. Может, даже станет немного похожа на себя прежнюю. Пойдем. Я отведу тебя к дяде. Сюда. Окей. Как-то раз матч длился много людей, пока его не поймали. Раньше Серьезно? в Фелдкрофте было многолюдно. Жестко. Теперь здесь полно приспешников Ранрока. И жители стараются сидеть тихо. Что за компромат у вас? У него есть тайная комната, в которой они делают свои тайные делишки. Я уже распиздела про ту тайную комнату случайно. Ну так получилось. Так. Я не специально. А вы смогли заромантить мужика в той игре корейской? Пока нет. Там нужно получить побольше сердечек, чтобы в следующей главы перейти, в общем. Надо будет на стриме поиграть еще. В книге «Гарри Поттер. Кубок огня» был упомянут очень долгий мировой матч. Блин, хочу почитать. Но я бы хотела почитать печатную версию. Я не очень хочу читать через экран. Это немножко ну, не тот формат, не знаю, как будто бы не тот вайбик. Надеюсь, с охранником не надо романтить. Смешно, смешно. Я думаю, нет. Ты аудиокнигу слушал? Можно, конечно. Ну, мне кажется, прикольнее читать. Все-таки. Не знаю почему. Кстати, снова распиздила про тайную комнату. Мы Блядь! пришли. Моя сестра должна быть внутри. Я не специально. Я просто пиздлявая немножко. Ага! Себастьян! Ага. Откуда ты?
Это то, о чем я думаю? Мы уже говорили об этом. Смоква не может снять проклятие. Ничто не может. Чем скорее ты поймешь это, тем лучше. Но мы еще не все испробовали. Ее нельзя исцелить! Когда ты с этим смиришься? Никогда. Я никогда не смирюсь. Боже, батя, Смотри, остынь. что ты сделал. Анна, прости. Уходи. Что я сделала, блин? Капец. Извини, что тебе пришлось это наблюдать. Если можно, я бы хотел побыть один. Бля, Бедный братан. Себастьян. Не на такой прием он рассчитывал. Какая жиза. Поэтому у меня никогда не будет стрима с своими родителями. Теперь целых 8 человек знают, они что-то не знают. А чё сегодня так мало людей? Почему? Грустно. Никто не пришел на сходку. Все. Все, никому я больше не нужна. Тяжело переносить эти приступы 8 в скобочках боли. 14. Ой. Ривелио. Этот мальчишка мне все нервы вымотает. Бля, чувак. Не надо. Хочу штуки пооткрывать чуть-чуть. 17 скобочках 88. Ага. Привет, новичок. Колодец Фелдкрофти. Пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. Так это же в самом начале игры было, да? История про вот это вот. Почему мужик в той корейской игре не понимает, что мы хотим ему раскрыть свою тайную комнату? Я думаю, он понимает, просто он флиртует с нами. Не так открыто. Вот. Прошу прощения, мистер Селлоу. Ах да, вы же подруга Себастьяна. Простите моего племянника, он не понимает, что пора остановиться. Думает, что может помочь Анне, но ей уже ничем не помочь. Чё это? Неужто ничего нельзя сделать? Может, есть средства? А, вы говорите в точности, как Себастьян. Тоже считаете себя умнее целителей? Может быть, целителям ведомы не все средства, сэр. Себастьян изо всех сил стремится помочь сестре, и если средство существует, то он обязательно его найдет. Ваша вера в идеи Себастьяна — чистое безрассудство. Анна стала жертвой темной магии, и гоблины уж точно не спешат объяснять, что к чему. Жестоко давать ей надежду. Сейчас мы можем лишь заботиться о ее комфорте и беречь от сторонников Ранрака. Я, конечно, все понимаю, но... Знаете, я просто притворюсь, чтобы его не бесить лишний раз. Я понимаю, о чем вы, сэр. Хорошо. Я знаю, как будет лучше для Анны и для Себастьяна. Они же дети моего брата, такие же упрямые, как он. Особенно Себастьян. Как и ты. Если вы действительно хотите помочь, убедитесь, что Себастьян поступает правильно, а не творит, что вздумается. Он даже не представляет, сколько дурного может натворить, если не остановится. Надеюсь, вы запомните мои слова. Прощайте. До свидания. Может, он и его брат-близнецы? Не знаю. Письмо от Себастьяна Селлоу адресовано Анне.
Дорогая, она без тебя Хогвартса сильно не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий. Но ты понимаешь, чем он здесь тебе лучше. Многословен. Как ты, Анна? Надеюсь, я тебе не помешаю? Все хорошо, правда. Мне хорошо. Боль от проклятия накатывает волнами и приходит внезапно. Тут вовсе некого винить. Приятно познакомиться. Ты, видимо, новая пятикурсница, о которой говорил Себастьян. Да, мы с Себастьяном провели весьма яркую дуэль на занятии по защите от темных искусств. Так и познакомились. А, да, у профессора По мне Геккард. видно. Она могущественная ведьма. И умеет держать в узде таких учеников, как мой брат. И как я, иногда. Я скучаю по Хогвартсу. Но я бы охотно жила и в Фелдкрафте, если бы здесь не было так безотрадно. Эти гоблины возле замка, и дядя всегда бронится с Себастьяном, когда он дома. Это больше не уютное местечко, как раньше. Себастьян упоминал, что ваш дядя был мракоборцем, но отказался разбираться со сторонниками Ранрока. Надо сказать, это было неожиданно. Он так разозлился. Дядя Соломон раздосадован тем, что случилось со мной, и тем, что Себастьян считает, будто сможет помочь. У них добрые намерения, я знаю, но дядя прав. Проклятие нельзя снять. Я это чувствую. Себастьян не в силах меня излечить. Может, ты поможешь ему это понять? Нет. Что происходит, чуть? Сука, не туда написал полковника. Твича, чат перепутал. А? А? Боюсь, что тут все зависит от Себастьяна. Похоже, он не откажется от своего решения. Остается только надеяться, что вскоре он осознает тщетность своих поисков лекарства. Я устала, мне надо отдохнуть. Спасибо, что заглянула. Всего доброго. Немало. Нужно посмотреть, как там Себастьян. Ривелио! Что у вас тут есть? Себастьян, не трогай мой набор зельевара, он не твой. Себастьян, они тебя недостойны, они тебя не ценят. Просто... Давай забудем о них. Окей. Манекен для тренировок. Жители Фелкрофта иногда используют их, чтобы попрактиковаться и использовать заклинания, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Баба! Ну почему он меня не слушает? Речь ведь идет о моей Себастьян, сестре. не трогай никаких женщин, только меня. Боже. Вообще ему 16, так что подожди хотя бы немного. Себастьян, как ты? Ну вот, теперь и ты получила представление о том, с чем мне приходится иметь дело. Прошу прощения за дядю. Ну, вообще-то дядя мог бы и быть повежливее, хотя бы перед гостями. Признаться, он вел себя неподобающе. Он всегда злится. С тех пор, как умерли мои родители. А после того, как Анна пострадала, он стал просто невыносим. Мне кажется, он винит меня в случившемся. Все твердит, что я весь в отца, будто это какое-то оскорбление. Я один пытаюсь ей помочь, а он просто махнул на все рукой. И Анна, и ваш дядя, похоже, искренне убеждены, что ничего нельзя сделать. Я отказываюсь в это верить. Анна сильно страдает, и не только физически, она полностью переменилась. Я так скучаю по сестре. И собираюсь вернуть прежнюю Анну. Пойдем со мной, я покажу тебе, где это произошло. Я вернулся, Сторонники Ранрока способны сучки! на такие Привет, вещи, Варов. каких от них не ожидают. Не стоит их недооценивать. Привет, Варов, чё, как дела?
Весь Рассказывай. этот мусор от того, что делается в том заброшенном поместье. Они пытаются что-то раскопать. Вон там, на том плато. Они наслали проклятие на Анну. На маленьком Нам сюда. плоту. Жив, почти здоров. Дела у человека, которому сделали вертикальный харакири, как хорошо думаю. Ранрак знает, что делает. Окей. Ему большая честь. Вот только всех волшебников, как по мне, проще перебить. На нахуй. Где? Прекрати! Смотрите, что есть. Хысю. Хороший урон. Но у него откат долгий довольно-таки. Ой-ой. Как-то неразумно возвращаться тем же путем. Поставь меня! Надеюсь, ты не полагаешь, На, вот. Нет! Умри, тварь! Все? О, нет, не все. Это было твоей последней ошибкой. Как скажешь. Конфринго! Одним человеческой меньше. Ну я хотя бы не одна дерусь, а то мне надоело. Пизды получать! Ну погоди! Нихуя! Отвлеклась. Отвлеклась, блин. Давай еще разок! Какая приятная встреча! Давлю, как гипопот. Давай покончим. Какая наглость! Какая наглость, действительно. Хватит! Я боюсь! Хватит. Нет, не хватит тебе. Нет, не хватит. Ау! Это все, что ты можешь? А, ты в анимации меня поймал, чертила. Как-то неразумно возвращаться тем. Поставь меня! Конфринго! Ты лишь оттягиваешь неизбежно. Конфринго! Должен признать, такого я не ожидал. Да уж. Я пытался тебя предупредить. Почти отпиздили нас, братан. Чё у вас нового? Я получила очень смешной и странный заказ, и теперь все хотят на него посмотреть. Хотя я всем говорю, что не надо. Вот, Нинора настроила шумодав. Да, я настроила шумодав, и теперь не слышно почти ничего, кроме меня. Вот, надеюсь, вы счастливы. Я пошел ненадолго. Окей, давай. Я думал, будет совместный стрим, сбежал с больницы, а тут Хогвартс. Я тоже думала, что будет совместный стрим, но что-то мистер Твен не захотел. Вот, я ему говорила, что будем, что-то будем, не будем. Чем пахнет? Что за странный запах? Фу.
Там что, трубы чистят? Фу, что за гад? Что за запах? Ты я воняю. Что, не чувствуешь? Может, отсюда? А ты туда выкинул каки кошачьи? А можешь еще в пакет засунуть? Привет, мистер Флюрда. Кто пукнул, чат, признаешься? Да. Тебя давно не было. Да, я в костюме пуффиндуйки. Надо окно открыть. Блять. Ай, не бейте меня. А окно открыто, просто нифига ветер не дует. Ладно. Распоясался без меня, да, мистер Т распоясался, это вообще правда. Это от меня несет, сори, блин, дварф. Кошмар. Что с тобой сделали? У меня там было повышение уровня? У меня был левелап? Ой, есть левелап. Что мы можем прокачать? Дисцендио. Заклинание. Создает вокруг вашей цели разрушительную ударную волну. Так, бомбарда у меня пока нету. А чё? Прикол. Не знаю, может что-то поинтереснее есть. Ключевые. Враги, пораженные заклинанием остолбенения, дольше остаются оглушенными. Прямой урон. То у меня даже нет самого по себе заклинания остолбенений. Или есть? По-моему, нет. Поглощение заклинания в воздухе. Если использование основное заклинание против находящихся в воздухе врагов, индикатор древней магии заполнится сильнее. О, кстати, я довольно часто так делаю. Надо подумать. Скрытность. Тут просто... О, вот это я хотела взять, чтобы бегать под невидимостью. Окей. Модерация сгнила в плане. А, типа дварф? Кошмар. Так, пойдем. Репаро. Я починила. Эти сторонники Ранрака получили по заслугам. Полностью согласен с тобой. Именно здесь все и произошло. Среди ночи мы почувствовали запах дыма, а выглянув из окна, увидели, что из окон поместья вырывается пламя. Мы с дядей не успели ее остановить. Анна выбежала наружу и помчалась к горящему дому. Она беспокоилась, что кто-то из жильцов мог пострадать. Она столкнулась лицом к лицу с ордой гоблинов, лихорадочно пытавшихся потушить огонь. И тут кто-то невидимый в дыму произнес ледяным голосом: «Детей должно быть видно, но не слышно». А потом ослепительная вспышка. У нее не было шансов убежать. Мне было интересно знать, как появляется заклинание, еще не состоит, как формируется. На самом деле там была инфа такая. Ну, слушай, мистер Твен, он не шарит. Там, короче, заклинание, оно, находится как опытным путем. Короче, там есть вот эти вот слова на латинском. Нужно, произнести определенное слово на латинском плюс определенное движение палочкой.
Вот, и тогда произнесется определенное заклинание. Они как бы уже предопределены, их просто нужно найти. Вот. Как бы тот, кто нашел заклинание, получается, является его автором. Так это уже редкон, кон после Роулинг, а кто их сделал? Так она сама их же сделала. Как он придумал? Так я же сказала, он типа подобрал ключик к замочку, вот и все. Так получилось, типа. Ты волшебник, Нинора? Я волшебник! Я волшебник! У меня есть палочка. Смотри. Смотри, я могу вертеть палочкой. Нормально? Слишком уж бурно они отреагировали на идущего мимо ребенка. Что они хотели скрыть? Я тоже все время об этом думаю. Думаю, в этом месте должна быть зацепка, которая приведет меня к тому, кто проклял Анну. Впрочем, наверное, я хватаюсь за веретенец. Но это может быть единственный способ узнать, что за магия причинила ей вред, и понять, как ее исцелить. Возможно, но сторонники Ранрака везде, а сюда они, похоже, наведываются особо часто. Судя по всему, они что-то тут прячут. И в замке Руквудов. Давай осмотримся. Давай. Похоже, они разбили Нинора лагерь именно вертит здесь, палочкой не без просто так. регистрации У СМС. них повсюду посты. Ревелио! Кто же тут жил? Это место заброшено, сколько я здесь живу. Говорят, тут когда-то жил хогвартский профессор. Столетия назад. Но это все, что я слышал. Я слышал, такие гоблинские раскопки сейчас повсюду появляются. Кирка. Странно, Дворф, что ты обронил. министерство не пытается в этом разобраться. Подбери за собой. Ревелио. Эти сторонники Ранрака всегда вооружены и готовы к бою. Возможно, Показано. стоит осмотреть сам дом. Что-то мне это напоминает. Колодец. Себастьян, я все это уже видела. И дом, и колодец. Это все знакомо. Как это? Когда? Одну минутку. Я сейчас все объясню. Ревелио. Себастьян, сюда! Как думаешь, он в таком виде из-за того пожара с ночи, когда прокляли Анну? Может быть. Картина Хотя, больше как не по мне, шевелится. Это сделано преднамеренно. Себастьян, в этом доме когда-то жила преподаватель из Хогвартса. Сотни лет назад. Кому? Ты о чем? В тот день в запретной секции мне попался омут памяти. В нем хранилось воспоминание об этом доме. Там была маленькая девочка, и было очень сухо. Хранители показали мне и другие воспоминания. Эта девочка стала преподавателем в Хогвартсе. Ее звали Исидора Морганок. Она тоже была хранителем. Что за хранители? И какой еще омут памяти в библиотеке? Ничего не понимаю. Да, это Блин, довольно непросто. глупенький. Даже я все не до конца понимаю. Но вряд ли они хранят что-то безобидное. Они назвались хранителями, потому что защищают некое знание. Это как-то связано с сейфом в Гринготсе. Скажи-ка мне, я правильно понимаю, что за тобой охотятся Ранрак и Руквуд, потому что у тебя какая-то вещь из Гринготса, куда тебя забросило через портал? И у тебя есть способность замечать следы древней магии, которую, по-твоему, пытается использовать Ранрак. А теперь ты еще и видишь воспоминания, оставленные хранителями? Ну Ах да. Этот дом принадлежал преподавателю Хогвартса, который был одним из этих самых хранителей сотни лет назад. Ну Если бы я тебя не да. знал, подумал бы, что ты все выдумываешь. Да уж, звучит как фантастика, если так поразмыслить. Но я хочу сказать, что у нас обоих есть причина обыскать этот дом. Ты хочешь выяснить, что стало с Анной, а я разузнать побольше о хранителях. Ну, дошла цепуля, Взгляни-ка. теперь сижу кайфую.
Кто-то неспроста приятного. нагромоздил это здесь. Может, хотел что-то заслонить? Есть только один способ узнать. Лестница. Зачем было нужно перегораживать лестницу? Надо бы внимательнее рассмотреть, что там. После них тут настоящий бардак. Ривелио! Видимо, они искали что-то очень ценное. Опа. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы, даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаемо. Те, кто оправился от чумы, никогда не оправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось бы хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным, на мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить их от мук. Это же запись из дневника Исидоры. Оставлю-ка ее у себя. Угу. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнение терзает душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужели? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза? Чат, как вы людям в глаза смотрите? Да. Смотрите витубера, пиздец. Ну, вот как? Сегодня я снова видела мужчину, напоминающего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Похоже, это записи из путешествия Исидоры. Ты мне не поверишь. Я вижу крипту. Грезишь, что ли? Со мной такое тоже бывает. Ну, не совсем. Ой-ой. Ой-ой. Знаю, звучит нелепо, Честно но... говоря, меня уже ничего не удивляет. Логично. Я вижу крипту сквозь эту каменную стену, будто в окно. Такое случалось и раньше. Я тебя внимательно слушаю. Думаю, это из-за моей способности видеть следы древней магии. Но ты же сказала, что толком не понимаешь эти способности и не можешь их использовать. Верно. Я пока не знаю, как все это понимать. Но я точно знаю, что эта моя способность позволяет перемещаться сквозь окна, которые я вижу. Постой-ка. Значит, мы можем попасть в крипту прямо отсюда? Ха, Оминис будет поражен. Можем, но пока лучше держать это в тайне. Даже от Оминиса. Ясно. Что ж, тогда давай проверим этот невидимый тайный древнемагический проход. Сначала твой, Прямо потом хочется затаить древнемагический. дыхание. Сори. Ты на жопу смотришь? Приятного. Поделишься? Я тоже хочу посмотреть. С чего вдруг дверь привела нас сюда? Себастьян, гляди. Он со мной зашел. Зачем прятать триптих здесь? Такое ощущение, будто мы что-то упускаем. Тут записка. Давай посмотрим. Ты ничего не понял? Я ничего не поняла. Это был ответ на твой вопрос про глаза.
В записке нашлось что-то полезное? Не особо. Рунический символ. Такие же использовали хранители. Я тут подумал, много лет назад в этом доме жил один из хранителей, а потом появился Ранрак с прихвостнями, чтобы все здесь обыскать. Ты говоришь, что гоблины могут использовать некую древнюю магию. Как думаешь, может, на Анну пало какое-нибудь древнее проклятие? Конечно, наверняка тут не скажешь, но лично я сомневаюсь. Следов древней магии возле твоей сестры не видно. Что ж, ладно. Но это не значит, что она тут не замешана. Мы все еще слишком мало об этом знаем. Верно. Может, этот триптих поможет нам найти ответы? Тогда нам нужно разобраться, в чем там дело. А я пока встречусь с Оминисом. Не беспокойся, я ничего ему не скажу. Я говорил, что, возможно, у Салазара Слизерина был тайный скрипторий. Здесь, в Хогвартсе. Нет. Пожалуй, стоит его поискать. Есть идеи, где бы он мог находиться? Понятия не имею. Оминис только об этом узнал. Я расскажу тебе, если что-то выясню. Я думал, мы просто навестим Манну, а вон как все вышло. Мне надо привести мысли в порядок. Но я рад, что ты все мне рассказала. Я с тобой свяжусь. Жди вестей. Давай. Больше тут ничего нет? Дай-ка побегу по кругу, стопудов он скажет. Я все понял. Доступно новое задание. Вот я же говорила. Задание профессора Шах проходит на вершине астрономической башни, вверх по лестнице. Пойдем. Будем учиться. Я буду умная, возможно. Давай встретимся у развалин замка Фалбартон, когда стемнеет. И никому ни слова. Нет, никому ни слова. А дадут черную магию хотя бы, чтобы человеков разрывать на куски, или хотя бы гранату. И тут есть заклинания непростительные нам. Мгновенно убивает врагов. Круцу. Заставляет большинство врагов корчиться от боли. Империо. Временно заставляет врагов сражаться так, как если бы они были вашими компаньонами. О, можно зомбировать людей. А вот такие да, тут шоты, я думаю, да. Ну, когда мне дадут, тогда и попробуем. Бы разная классическая музыка тут играла. Вот так воспитатель стоит. Ну ладно. Мы идем получать знания. Как говорится. Ракету в хлебайло. Как это будет на латинском? Вот так и придумывается заклинание. Спали на полу. Приятно. Так тебе выпал дракон? Ого, No way. наверное, это хороший знак. Может, это предвещает приключения? Я вообще матерая, блин. Да, Захожу, все от меня Профессор Шах. шарахаются. Астрономия — это не прорицание.
Вы не прочтете тайн космоса в линиях на ладони или на дне чайной чашки. Увы, для мечтателей небеса всегда остаются туманными. Но если вы посвятите себя упорному и внимательному наблюдению, возможно, на мгновение вам откроется истина. А теперь достаньте, пожалуйста, свои телескопы. Сегодняшнее занятие пройдет на смотровой площадке. Окей. Задус пендиус. У вас по-прежнему нет своего? Пора уже перестать быть новичком. Телескопом с вами поделится Пенделютус. Чё он такой напуганный? А, ну на меня увидел точно. Давай я помогу настроить. Нет, нет, вы должны настроить его сами. Сфокусируемся. Имейте в виду, вам придется наблюдать за звездами и во внеурочное время. Это ясно? Но, профессор, на улице холодно. Холод никогда не останавливал великих звездочетов. Вспомните астрономические столы, установленные ими по всему Нагорью. Много веков назад эти астрономы наблюдали за теми же самыми звездами, что и мы сейчас. Все ясно? Урок окончен. Привет! Это Кажется, всё? мы не знакомы. Меня зовут Амит. Я большой поклонник астрономии. Привет, Амит. Приятно познакомиться. Кажется, профессор Это Шах клуб сказала, что у тебя нет анонимных своего астрономов. телескопа. У меня есть запасной. Можешь одолжить его до конца семестра. Окей. Без Б. Это очень любезно с твоей стороны, Амит. Он точно тебе не нужен? Совершенно точно. Это мой старый. Я наконец-то раздобыл новый небесный созерцатель. Ты же слышала о нем? Ну, конечно, слышала. Это же лучший из всех приборов для наблюдения за звездами. Хотя моя старая модель тоже вполне ничего. Стекло гоблинской огранки, первоклассные оптические чары. Даже жаль, что такой отличный инструмент пылится без дела. О, ну тогда спасибо, Амит. Пустяки. В общем, телескоп хранится в кладовой этажом ниже. Мимо не пройдешь. Мне еще нужно кое-что дочитать. Приходи на нижнюю площадку и захвати телескоп. Я хочу с тобой кое о чем поговорить. Окей. Я все откладывал наблюдение за звездами. Напрасно. Как мне найти Сириус? Мои руки окоченели, и телескопом пользоваться невозможно. Это созвездие Пса, да? Профессор Шах такая же холодная и отстраненная, как звезды, которые она заставляет нас отмечать. Буh, такой досуг точно не для меня. Окей. Поплачь. У Ниноры быстрее можно магии научиться, чем у индуски, фанатеющей от телескопов. Неужели это его старый телескоп? Выглядит почти как новый. Магия. На таком небе только звезды и наблюдать. Не будем упускать эту возможность. Мне бы пригодилось немного быть темной магией, знаете. Некоторые времена. Профессор Шах, мне бы хотелось побольше узнать об астрономии. Все реже встречаются ученики, которые интересуются тайнами звезд. Да еще и по собственной воле. Но если вы действительно желаете чертить карты небес, очистите свой разум от пустопорожней земной болтовни. Мы и сами, как пустые звездные Пустопорожняя земная болтовня. В следующий раз я хейтеру своему скажу это. Твои сообщения пустопорожняя земная болтовня. На занятии вы упомянули астрономические столы. Что это такое? Давным-давно адепты наук о звездах повсюду установили каменные плиты, идеально подходящие для изучения как ближних, так и дальних созвездий.
Столетиями волшебники использовали эти астрономические столы для наблюдения за звездами. Печально, что с тех пор они превратились лишь в памятники бесстрашным интеллектуальным изысканиям ушедшей эпохи. Ты с ней поосторожнее, то сейчас Петя танцевать начнет. А минусы где? Я бы тоже сейчас Петя танцевать начала, но у меня голова кружится сегодня весь день. Если я не ошибаюсь, прорицание вам не нравится, верно? Среди множества так называемых предметов, которые здесь преподают, самый никчемный, пожалуй, прорицание. А особенно бессмысленная практика, зовущаяся астрологией. Не путайте астрономию с астрологией. Первая Это посвящена база. тайнам звезд и лун, а вторая — просто бред. Согласна, подруга. Спасибо, профессор. Скорее бы понаблюдать за звездами. Рада это слышать. Сегодня будет звездная ночь. Отличная ночь, чтобы... О, это ты! Привет еще раз! Телескоп у меня. Он даже лучше, чем можно было ожидать. Я бы не стал предлагать будущему астроному какой-нибудь третьесортный луноскоп. Правда, тут кое-что еще. Да? Что такое? Помнишь те астрономические столы, о которых все время твердит профессор Шах? Я тоже немного почитал о них. Судя по всему, один из них может быть прямо здесь, в Хогвартсе. Мы могли бы использовать его для поиска скрытых созвездий. Ну, разумеется, во всей этой истории с телескопом есть подвох. Нет, нет, я вовсе не пытаюсь подкупить тебя или вроде того. Но ты в деле? Никто из клуба «Плюй ко мне» не согласился. Сказали, что лучше пусть их оплюет камень, чем... Ну, в общем, они трусы. Пойдем, пока еще видно звезды. А когда Клуб доберемся, «Плюй покажу ко тебе, мне». как пользоваться телескопом. Обещаю. Ладно, хорошо, я пойду с тобой. Надеюсь, оно того стоит. Конечно! Поверь, я прочел о них практически все, что только можно. Все будет отлично. Мы, кстати, так и не Идём? поиграли в «Плюй камни». Да. На чем собирала? Стол должен быть впереди, на стене замка. Ищи каменную плиту, которая покажется здесь лишней. Думаю, мы ее не пропустим. Ну, идем. Говорят, что места Пойдём. для столов изначально выбирали кентавры, чтобы проводить свои ритуалы. Ах, приятно наблюдать за звездами в компании единомышленницы. Я очень рада, что мы здесь. Приятно время от времени покидать класс. Обалдеть, Нинора, что ты делала ночью в СК? Не так уж тут и жутко ночью, правда? А клуб Что «Плюй-» такое по-моему, СК? Я слишком разогнался. Давай пропущу тебя вперед. Хорошо, если ты так хочешь. Я была в Азкабане. В Сталкрафте? Ты что, следишь за мной? Я играла. Как-то настораживает. Я хотела на стриме Немного поиграть. паутины и горстка пыли. Не о чем беспокоиться. О, конечно. Просто я думал, что Со мной не будет пошли. почище. Ты мне в друзьях как бы. И чё, все равно не следи за мной. Я обалдела. Да были бы деньги, я бы и не в такое играла. Ты бы вообще такой, типа, что за хуйню ты играешь? Мистер Твен тоже бегал, да, мы вдвоем играли. Инцендио! Мы искали, кстати, тиммейта, кажется. Сколько же тут паутины? Как думаешь, в ней засели пауки? Нет, они не могли так близко подобраться к школе, Амит. Кстати, я здесь несколько раз пробегала мимо этой хуйни. И так и не поняла, зачем она здесь стоит. Ну, теперь мне хоть расскажут. Я писала тебе в ЛС. А, да. Я в интерфейсе там путаюсь, я не увидела. Созвездие должно располагаться примерно по центру.
Это как в Dragon Age, что ли? Как только настроишь телескоп, будем заполнять звездную карту. Ну, хоть не натальную карту. Что-то я вообще не понимаю. А, вот так. Да перестройщина не нужно. Можно старичком называть тебя, играл со старого СК до дня Наблюдая X. за звездами, нужно быть терпеливым и внимательным. Ну да. Та-дам! Я был прав насчет столов. Они действительно ворота к далеким звездам, как и сказано в книге. Твой вклад в это дело просто неоценим. Обещаю, однажды я напишу о тебе в своих мемуарах. Спасибо, Амит. Мне уже не терпится их прочесть. А мне не терпится их написать. Это только начало. Ты найдешь и другие такие столы на территории школы и в лесу, и все они ждут, чтобы их открыл достойный астроном. А если я и встречал такого, то это ты. А, и насчет моего старого телескопа, можешь его не возвращать. Лучше оставь себе. Ты очень добр. Спасибо. Пожалуйста. Там стекло гоблинской огранки, а еще надпись на гобледуке. Между прочим, я неплохо знаю гобледук. Там главное горловые звуки, ну, в гобледуке. И еще произношение звука «р». В общем, рад, что наше приключение увенчалось успехом. Скоро увидимся! Чё мне дадут? Есть куча всяких таких столов. И что мне дадут? Испытание разблокировано. Метлу дадут. Шарфик со звездочками. И там еще какие-то штуки. Просто шмотки дадут мне за это. Ну ладно. Так, с горлового попаду. Господи, тебе лишь бы вот это вот все. Все понятно, вам только вот это все и подавай. Вот. Сюжет, хуета вам, оно все не надо. Просто покажи жопу. Потряси сисями, блин, я не знаю. Пошути про писи. Ну и все, как бы стрим можно офать. Больше ничего не интересно. Сори, у меня этот триггеры на... Говори с Себастьяном. Давай. Пойдем, что он там? Не устаю любоваться астрономической башней по вечерам. А какой вид! У тебя еще и жопа есть? Ничего себе. Практически идеальный человек. Окей. Ну, типа, женщина не человек, ты вот на это намекаешь или что? Куда топать-то? Вот. Куда мне уже дадут лошадку? Хочу лошадку. Никаких намеков. Ага. Хорошая киса. Да я слезу.
открылась. Это говёная форма. Виолетта, если придешь раньше меня, сделай одолжение, возьми нам еще медовухи. Кажется, у кого-то из коридора на 4-м этаже есть другая рама, как раз местечко с хорошим запасом. Угу. Алкаши. Ревелио. Так, кроме этой штуки тут ничего нет? Там обезьянка сидит. Где-то. Через стену. Репаро. Не то. Люмос. Так, где-то у двери у какой-то. У двери. Пу-пару-пу. О, здесь, да? Чё, нет, что ли? Алахамура. Это та самая дверь, где Пив сбегал, да? И орал что-то про мальчиков. Ревелио. Круто. Ты теперь моя Демимаска. Нифига тут. Котельня. Надо будет мужику отдать эти обезьянки. Ну, точнее, там камешки. Блин, куда? О. Куда она? Люмос. Меня проглотили куда-то. Профул. Ладно. Куда ведет этот маркер, я не понимаю. В какую комнату? Давай просто телепортируемся. Хотели бы, чтобы вас схавали? Отправляетесь на поиски новых приключений? Приключения. С темными искусствами связываться нельзя. Это опасно. Все, что связано с Салазаром Слизерином, стоит того, чтобы рискнуть. Я не согласен, но больше не скажу тебе ни слова. Извини. Я не сдамся. О чем вы с Оминисом говорили? Он ведет себя Всё, как других ребенок. видишь? Судя Окей. по всему, у Салазара Слизерина был тайный скрипторий здесь, в Хогвартсе. Оминис заявляет, что в нем практиковали темные искусства и даже приближаться к нему не... А я напомнил ему, что Анне нужно лекарство. Может, в этом скриптории мы найдем ответы. А меня вообще-то интересует темное искусство. Темное искусство меня страшно интригует. У людей слишком узкое представление о темной магии. И мраксы отлично в этом разбираются. Намного лучше других.
Пожалуй, мне не стоило об этом говорить. История семьи Омениса касается только его. Я бы хотела узнать больше, если ты не против. Обещаю, что я никому не расскажу. Ну ладно. Только Никому это не расскажу. между нами. Оминис научился темной магии у своих родителей. Ты знаешь заклятие Круциатус? Круцио, да? Заклятие Круциатус, также известное как пыточное заклинание, вызывает у жертвы невыносимую боль. Его родители и старшие братья мучили маглов для развлечения. Понятно. Оминис назвал крики жертв душераздирающими. Однажды в детстве ему впервые приказали использовать заклятие, но он не смог себя заставить. В наказание кто-то из семьи наложил это заклятие на него. Боль была нестерпимой, и когда они снова потребовали использовать заклятие, он сдался. Сколько бы я ни убеждал его, что выбора не было, Оминис так и не простил себя. Ну. Это ужасно. Бедный Оминис. Он же был совсем ребенком, ему не в чем себя винить. После этого случая разрыв между Оминисом и его семьей продолжил расти. А потом появился я. И теперь он проводит время, если не в Хогвартсе, то в Фелдкрафте вместе с нами. Оминис доверяет мне, и все-таки иногда ко мне прислушивается. Напомню ему об этом, когда продолжим разговор о скриптории. Жди от меня сову. Новости будут очень скоро. Хай-хай-хай. Я заставлю Оминиса понять. Он передумает. О, смотрите, тыквочки. У нас сейчас осенний сезон. В Хогвартсе. Оно как меняется от времени, сколько я играю? Сезоны. Явно нет моей даты на компе, блин, потому что сейчас явно не осень. Красивая. И мышки летают. Так. Карта. Точнее, задание. Встретись с Нати. Окей, это... Которая? Требует уровня 17. У меня уже 20 какой, 26 уровень, у меня 17 уровень просит. Да, перекачанная приду. Мне тут Вингардиум Левиос, так у меня уже есть Вингардиум Левиос. Или это требование такое? Окей. Наверное, требование. Оп. Я хочу сюда. Там была какая-то тетя, которая просила у меня зелье. А я все зелья сварила, так что... Вот. Что здесь случилось? Вы еще спрашиваете? Я убеждена, что видела грима. Предзнаменование смерти. Я в опасности. Но если он меня не увидит, все ведь будет хорошо, да? Все, что мне нужно, это зелье невидимости. Да, вот и все. Ладно, Ная. Вообще-то у меня есть то, что вам нужно. Вот. Только не знаю, поможет ли оно вам. Будьте осторожны, хорошо? О, вы просто чудо. Я буду очень осторожна. И вы тоже будьте. Теперь гриму меня не достать. И все благодаря вам, солнышко. Я настаиваю, чтобы вы приняли это в знак моей признательности за вашу рассудительность. То есть ты смогла сделать зелье Максима там и грозовое зелье, но не смогла сделать зелье невидимости? Ну, ты странная бабка. У тебя скоро днюха? Ну да. Я не знаю, что буду делать.
Выходи. Не повезло тебе. Руквудовцы так просто не сдаются! Конфринго! Мы одновременно Мало твоей руки. конфринго нажали. Ой, залагала аж. Конфринго! Твои браконьерские дни сочтены. Несомненно, Изменила это адрес место покинули Фетя. очень давно. Ну, если кто-то что-то подарит, я сменю. Мне приходит уведомление в телегу. Часто смысл какой? Да, Коська? Авада Кедавра. Ну, пока нет у меня Авада Кедавра, но надеюсь, мне дадут. Мне кажется, как раз таки сейчас я пойду по квестам Себастьяна, мне дадут Авада Кедавру. Есть такая вероятность. Министерство магии считает это опасным. Тот, кто поместил это сюда, не смешно. Окей. Смотрите, какой замок офигенный. Мне нравится. Есть тут какой-то вайбик. Что звала? Пст, тихонечко. Давай сюда. Хорошо, что моя сова тебя нашла. Лучше держаться в тени и не шуметь. Натя, что происходит? Зачем понадобилось сюда приходить? Я, как мы с тобой и говорили, постаралась вызнать, что задумал Харлоу. Я проследила за ним до кабаньей головы. И я видела, как он читал какое-то письмо, но я разглядела только подпись и печать Виктора Руквуда. И еще кое-что. Харлоу говорил о тебе своим приятелям. Это ведь не ошибка, так? Они ищут тебя? Нет, это не ошибка. Руквуд и Харлоу ищут меня. Но почему ты мне соврала? Я И просто что им нужно знаменитая. от ученика Хогвартса? Профессор Фиг велел помалкивать, но я знаю, что тебе, Натти, можно доверять. Руквуду и Харлоу нужна вещь, которую мы нашли в Гринготте. Когда это тебя занесло в Гринготс? Как раз перед приездом в Хогвартс. Из-за этого я и опоздала на церемонию распределения. получилось. Мы попали туда через портал, когда на нашу карету напал дракон. Ничего себе! Это еще Вау. не все. Честно говоря, это Как довольно же ей странно. похуй. Профессор Фиг говорит, что у меня редкая связь с некой мощной формой древней магии. Я не... Это как? Я и сама толком не знаю, но я вижу ее следы и применяла магию, которую не могу найти объяснение. Понимаю, это сложно воспринять. Это уж точно. И у меня еще масса вопросов. Ага. Но пока точно ясно, что Руквуд и Харлоу опасны для нас обоих. И не только для нас. Но мы можем от них избавиться раз и навсегда. То письмо — Убить? неопровержимое доказательство, которое так нужно констеблю Блин. Сингер. Поэтому я проследила за Харлоу и послала тебе записку. Чтобы достать письмо, мне нужна твоя помощь. Тебе пора ехать домой? Увы, у меня нет дома. А может, обратимся не к Сингеру, а сразу в министерство? Думаешь, они станут слушать ученика? Только констебль Сингер может начать расследование, а министерство подключится позже. Ну, как хочешь. Я помогу тебе найти письмо, Натти. Рада это слышать. Сперва нужно попасть в главную башню. Я проверю главные ворота, а ты поищи другой путь. Охраны не видно, но все равно постарайся не шуметь, ладно? Харлоу где-то рядом. Тебе не кажется ли разделяться это плохая идея? Ну ладно. Я могу тут туда просто на метле залететь. Ага, нельзя. Ладно. Досадно, что нас не учат трансгрессировать аж до 6-го курса. Мы могли бы просто проскочить эти ворота. Действительно. Не впускать никого, кроме банды Пепламп. Добычу от непрошенных гостей делим на всех. Не уходить, пока не придет сменщик. Финита! О, не получилось.
Да, учись лучше. Ты давай уже спать. Полночь получи уже. Ну сейчас, подожди, сейчас вот это допройду. Что ты не запрыгиваешь? Тут должно быть что-то. Ревелио. Должен быть какой-то ящик. Или я все-таки допрыгну? Как будто бы должна допрыгнуть, по идее. А, ну да. Окей, ладно. Интересно, для чего это? Что ж, Ладно. так получилось. Может, попробовать что-то посильнее? До пульса. Сработало. Акцио! Вингардиум Левиоса! Та-дам. Туда никогда. Это все, что я... Все ради ящика? Ну ладно. Акцио! Вингардиум Левиоса! Хочу спать, я хочу играть в игры. Что-то вот... Акцио! Вингардиум Левиоса! Как повернуть? Можно заставить его левитировать всегда? Походу нет. Как-то бы вертикально бы его поставить. Ну или хотя бы 2 ящика. Больше нет ящиков. Вообще есть. Где-то там. Ой, тут высоковато, ладно. Акцио! Вингардиум Левиоса! Не могу же я одновременно и прыгать, и колдовать. Ладно. Куда? Ну, окей. Акцио! Вингардиум Левиоса! Во. Ня! Акцио! Вингардиум Левиоса! О, повернулась, да? Надо его ёбнуть об стену. Хорошенько. Во. У меня альтернативные способы. Ничего, все равно не достаешь? Да ладно, и чё? Мне под себя левёсить, что ли? Акцио! Левиоса! О, реально. Ладно. Надо бы пробраться в сторожку и открыть для Нати эти ворота. Дай пройти.
Ну чё я ползу, я не могу выйти. Или типа с обратной стороны. Блин, ты реально не можешь колдовать, пока ты в приседе? Ну, такое себе, конечно. Тупик. Но должен же быть другой путь. Акцо! Вингардиум Левиоса! Это что, типа для умных или как? Думаю, это поможет мне поднять ворота. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде, но вы, остолопы, не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их. Не надо их взрывать. Если я приду, увижу, что их опять разнесли, я сам на куски воров. Ща взорву. Депульса! Что-то у тебя Алла Амора перестала работать. Депульса! Так, ну я делаю вот это. Я поняла, что надо сделать. Надо заморозить. Да? Надо вот это, а потом заморозку кинуть. А потом куда? А потом куда? Блин, там было заклинание, как ее, как я его в начале стрима учила. А где оно, блин? Экспелиармус, явно не это. Во, вот оно, блин. И прикиньте, я вообще в упор не вижу. Просто в упор не... Просто. Ну вот, ну самое первое. Ну я в глаза ебусь, я не... Чат, ну что со мной делать? И вы тоже ничего не видите, почему? Депульса! Ареста моменту! И куда? Куда теперь? Назад? Ну оно откатывается назад просто. А, может вот эту штуку поставить? Акцо! Вингардиум Левиоса! Вот эту штуку поставить, да? Депульса! Ареста моменту! И чего? Надо поставить их все в один ряд. Депульса! Ареста моменту! Инцендио! Да, блядь, не то. Да 3. Почему она на 3 нажимает? Депульса! Ареста моменту! Акцо! Вингардиум Левиоса! Ну, почти. Депульса! Ареста моменту! Какой... Я должна не в этот момент заморозить, да? А в другой. Депульса! Ареста моменту! Ну... Ну, почти. Нельзя запрыгнуть, да? Что я вообще делаю? Кто-нибудь понимает? Откройте главный ворот, да, блядь, ну я пытаюсь. Что-то вы поняли? Кто-нибудь? Могу выйти из окна, кстати? Нет? Не могу? Разъебать просто. Серьезно? Депульса! Ареста моменту! И чего, и куда, и куда, и куда, и чего, и чего, и куда? А, там, смотри, там еще было что-то, подожди. Депульса! Ареста моменту! Там вот это, вот это, да? Акцо! Вингардиум Левиоса!
Де пульса? Ареста моменту! Блядь, почти успела. Де пульса? Ареста моменту! Не-не-не-не-не. Рано. Де пульса? Ареста моменту! Блин, она так медленно это Де говорит. пульса? Ареста моменту! Как будто надо... Де пульса? А вот там внизу что? Хочу запрыгнуть вон туда наверх. Подожди, а как ящик теперь достать? Репендо! Акцио! Вингардиум левиоса! А ящик теперь уже не достать. Подожди. Я просто игру сломала, нормально? Давайте выйдем, зайдем, вдруг она переспавнится. Ну, пойди, ну должна же переспавниться. Пожалуйста. Опа. Как говорится, надейся. Пицца, конечно, в глаза долблюсь. Просто вот все сделала, вот все, что не надо. Очевидные вещи не вижу, блядь. Ревелио! Это как его оттуда теперь доставать? Чё-то я вахаю. И можно ли альтернативными путями туда забраться? Чё ты сама себя завелевиалось не можешь? У меня вопрос. Ой, блядь! Ну, типа... Да отпусти, не забудь. Не отпускает. Де пульса! Инсендио! Да, не то. Де пульса! Ареста моменту! Акцио! Доставайся. Вингардиум левиоса! Почти. А как я его запихала туда вообще? Пиздец. Ну это талант надо иметь, я не понимаю, как ломать игры и вещи, вообще вот это все надо вот просто, ну, быть особенной. Ай, ладно. Все, я поехала хорошо поиграть Нинор. Да, я походу офаю, потому что чат сдох, все ушли, я сломала игру. Видимо, придется выйти без сохранения, да? Да, выйти без сохранения. Я вахаю, короче, сама себя.
Спасибо всем оставшимся землекопам, кто пришли сегодня. Видимо, был неудачный день, чтобы стримить, я не знаю. Вот, всем пока, парам-пам-пам-пам. Чао, какао.